Всем позитивного времени суток, дорогие друзья, братишки и сестренки, а также зрители моего канала. У нас на очереди очередной дневник разработчиков, где команда и Михаил Чван расскажут нам о том, что же нас будет ожидать в новом обновлении Пламя Дракона. В недавнем дневнике разработчиков нам представили следующее крупное обновление – Пламя Дракона, которое расширит мир Альбиона весьма разнообразным способом. Появятся новые места, которые нужно будет нам исследовать. Вместе с этим появятся новые враги, с которыми нужно будет разобраться, увлекательные новые награды в виде яиц драконов, самих дрейков и новых видов брони. Пусть и не совсем эпично, но тем не менее, сегодня разработчики хотели бы подробно рассмотреть одно из самых крупных игровых обновлений. Древние земли — это совершенно новый регион, который объединяет исследования PvE и PvP в одном флаконе и связывает это все в единое целое. Пока игроки исследуют древние земли, они постоянно стоят перед выбором, сохранить ли уже заработанные ими награды, вернувшись назад и сдав это все, или рискнуть пойти и еще дальше ради больших сокровищ. В то же время они знают, что и другие игроки принимают те же самые решения и, возможно, соревнуются за самые ценные награды. И далее Михаил Шван подробнее объяснит, как же это все будет работать. И для этого он передает слово геймдизайнеру Марка Ногельску, который нам будет вещать о том, что порталы в древние земли начнут появляться по всему открытому игровому миру Альбиона. В зависимости от размера портал, вход в него размещают группы разного размера. Порталы меньшего размера позволят одиночкам отправляться в спонтанные приключения с минимальной подготовкой. Более крупные порталы поддерживают группы от 20 игроков. Объявление о них появляется заранее, и для таких групп будет предоставляться организованный PvP-контент. Кроме того, каждый размер портала также соответствует противникам аналогичного количества, где нам будут подбираться плюс-минус same numbers пати противника. Если вы войдете в портал в одиночку, вы не окажетесь внезапно застигнутым пятеркой противников. Порталы, найденные в запределе и красных зонах, приведут к смертельной PvP-версии древних земель, в то время как порталы в желтой зоне будут вести в несмертельную оранжевую мглу. На всякий случай я добавлю, что время респа одиночных порталов 1-5 игроков 1 час, 5-7 2 часа, и для больших групп 15-20 человек это будет 3 часа. Далее Марка объясняет, что, оказавшись внутри, группа обнаружит себя на парящем острове, как ни странно. Каждая группа начинает игру на своем отдельном острове, так что изначально все группы будут разделены друг от друга. Наша следующая цель — выполнить задание на острове, победив нужное количество мобов, заработав нужное количество славы, отыбрив ключик у боссика и активировав портал для того, чтобы перейти на другой остров. Иногда можно будет осмотреть достопримечательности и заняться более спокойными делами по типу рыбалки. После завершения задания на острове мы, естественно, можем еще и залутать сундучок. Ключик от портала, кстати, будет находиться всегда рядом с сундучком и боссом этого острова. После того, как мы завладеем ключом и притащим его к порталу, мы его активируем и перенесемся на другой остров. На острове у нас будет 3 варианта порталов, и мы можем активировать лишь один из них, что дает некую вариативность происходящего. Но по мере того, как все больше групп будет очищать все острова, они начнут открывать маршруты к центру, где нас будут ждать дрейки и более крупные награды. На карте неактивные соединения выглядят блеклыми. Недавно активированные маршруты будут подсвечены мигающим индикатором, а уже открытые порталы будут оставаться видимыми, но выделяются уже более блеклым цветом. В начале игроки все еще могут достаточно четко отслеживать действия и передвижения своего противника. Поскольку все начинают игру на раздельных внешних островах, карта легко будет читаться. Со временем карта будет заменяться на появление взаимодействия и связи между группами островов. И информация об этом местоположении будет становиться достопримечательностью всех, кто находится на данной карте. Другими словами, каждое новое соединение открывает новые возможности для столкновений, а также наращивает темп сражений. Правда, вот впрыгивать в ешку Глейзы я не думаю, что хорошая идея и задумка в целом. Каждым новым открытым островом и соединением у нас будет увеличиваться шанс PvP сражения. Это будет создавать дополнительный стратегический слой, где управление перемещением по карте и поддержание осведомленности о карте становится столь же важным, как и победа в отдельных сражениях. Игроки всегда могут выйти через входные порталы, через тот, который они использовали для ухода, либо через тот, который использовала другая группа для того, чтобы попасть на этот остров. Независимо от того, какой портал мы выберем, мы безопасно вернемся к своей исходной точке входа в открытом мире. Также мы получим временный баф защиты и инвиз, поэтому не обязательно будет бежать на ноге и можно просто маунтапнуться. Также дрейков будет 4 на таких островах. Они предлагают один из лучших наград в древних землях, включая полное сокровищ сундуки, кровь драконов и фрагменты путевого камня духа, которые помогают открыть доступ к драконьему святилищу.
После того, как 4 Дрейка будут убиты и задания выполнены, в центре появится огненный Дрейк. Он сторожит самую большую награду в локации. Скорее всего, это будет легендарный зеленый сундук. И победа над этим Дрейком может нам даже помочь собрать воедино путевой камень духа. То бишь мы сможем найти целую карту вместо того, чтобы собирать ее по кусочкам. Разработчики хотят, чтобы группы, сражающиеся с Дрейками в центре, чувствовали себя вознагражденными за проявленную инициативу. Но здесь у нас, как всегда, будет просто убер дофига лута, пока активность новая и наполняется лутом черного рынка. Естественно, стимул между игроками и группами игроков будет в том, чтобы как можно быстрее захватить центр и убить огненного Дрейка. Но даже побежденная сторона, и особенно это касается групповых боев, может потерять нескольких игроков. И здесь нечего бояться. Разработчики ввели новое состояние нокдауна – истечение кровью, которое доступно только в диких землях. Если мы проиграли в оранжевом или черном вариантах этих земель, мы переходим в состояние нокдауна, то бишь истечение кровью. Мы постепенно слабеем, в то время как наша группа продолжает сражаться. Если они нас бросят, наш конец наступит гораздо быстрее. Но если они будут держаться вместе и продолжать бороться, мы сможем некоторое время продержаться. После чего члены группы смогут оживить своих павших союзников, но не без затрат. Возрожденные игроки получают дебаф, который сохраняется в пределах области, делая их слабее. Разрабатывая древние земли, разработчики хотели создать дом для самых древних обитателей Альбиона. Подобно Мгле и Путям Авалона, это скрытые части мира, наполненные магией. Это даже проявляется в виде физических концентрированных потоков магии, извивающихся в воздухе. Как следует из названия, древние земли — это пространство, которое осталось нетронутым на протяжении многих эр. То бишь там будут жить веганы-сыроеды и охотиться на всех мясоедов. Что они будут с ними делать потом, история умалчивает. Магия и природа сформировали это место по своему образу и подобию. Однако даже после тысячелетней энтропии мы все еще можем узнать родину некоторых из самых первых обитателей Альбиона. Древних хранителей и драконов, от которых остались только одни кости. Соответственно, не всегда и не все время они были веганами. В центре этой области стоит большой храм, построенный в честь драконов и для контроля над ними, соответственно, по лору, там, где их усыпили. Хранители уважали их, но также сражались с ними, в конечном итоге создавая мощные ритуалы, которые могли бы усыпить драконов на тысячи лет. Хотя эти земли готовы к исследованию, они не лишены опасностей. Особенно сейчас, когда потомки их первоначальных обитателей вернулись и разрушили заклинание сна. Чтобы добавить больше визуального разнообразия при исследовании древних земель. Разработчики разделили карту на отдельные тематические области. Болота с грациозными озерами, реками и великолепными водопадами. Лесные массивы, покрытые гигантскими деревьями, тянущимися к небу. Скорее всего, это будет относиться к Люмхурсту. И пространство, заполненное останками гигантских созданий. Скорее всего, больше всего подходит на Бриджватч, которые служат последним древним пристанищем для поистине древних и могущественных существ. Итак, цель разработчиков при создании диких земель заключалась в том, чтобы дать нам возможность заглянуть в далекое прошлое Альбиона, одновременно вызывая у нас волнение за будущее Альбиона, то соответствует действительности. Как вы видели, было вложено много идей и проделана масса работы, что древние земли ощущались как уникальное дополнение к Альбиону, начиная с того, как игроки исследуют регионы и взаимодействуют с его механиками, и заканчивая его визуальным стилем, существами и атмосферой. Каждая часть игрового опыта была разработана для усиления основных игровых преимуществ Альбиона. В итоге, вот такой вот выпуск дневников разработчиков нас ожидал. В следующей части нам подробно расскажут об инстансе Драконье Святилище и драконах, что будут нас ожидать в открытом мире. Странно, что в этот раз был только Михаэль без Бокельмана. Пишите в комментариях, как вам впечатление от дневников и нового обновления. Не забывайте подписываться на канал. А если хотите меня поддержать, то загляните на канал и посмотрите еще одно видео. Контента много, и каждый найдет себе информацию по душе. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!